В 2024 году Северный Кипр имеет свои ярко выраженные плюсы и минусы. Привет, я Диана, и сегодня я хочу вам рассказать именно о них. Давайте начнем с плюсов. И первое, что хочется отметить, это, конечно же, красоту и климат. Северный Кипр славится своими живописными пляжами, чистым морем и климатом. Здесь 320 солнечных дней в году, 9 месяцев лета и 3 месяца весны. Итак, второй плюс – это относительная доступность. Наша часть острова отличается своими доступными ценами на жилье и услуги, нежели в других курортных местах. Да, за последнее время цены сильно выросли, но они все равно остаются низу. Итак, третий плюс – это туристические возможности. Здесь они разнообразные. Может быть, это просто отдых на пляже, это могут быть экскурсии по достопримечательностям, это могут быть походы в горы. Мы живем здесь уже 7-й год и каждый раз открываем для себя новые места, поэтому здесь скучно не бывает. Четвертый плюс – это экономический потенциал. Регион активно развивает свою инфраструктуру и экономику, что дает новые рабочие места и привлекает инвестиции, особенно в секторах туризма, недвижимости и образования. Мультикультурное общество. Северный Кипр является местом, где сходятся различные культуры и традиции, что создает уникальную атмосферу и способствует культурному обмену и взаимопониманию. Шестой пункт – это, конечно же, образовательные возможности. Мы уже не раз вам говорили о образовании на Северном Кипре, и об этом у нас есть отдельное видео на канале. Регион предлагает разнообразные образовательные программы на английском языке, что делает его привлекательным для студентов и семей, ищущих образование и обучение за границей. И университеты Северного Кипра идеально для этого подходят, так как их дипломы признаются во всем мире. Ну и седьмой плюс – это низкий уровень преступности. Для меня, когда я прилетела впервые, было шоком, что можно не закрывать двери на все возможные замки, можно оставлять машины открытыми. У меня часто бывает, что я забываю свои вещи там в кафе или в ресторанах, и вы можете быть уверены, что вы, когда вернетесь, они будут на своем месте. Ну а дальше перейдем к минусам. И первое, о чем хочется рассказать, это медлительность местного населения. Здесь есть выражение «я ваша ваш», что в переводе означает «медленно», «не торопясь», и, в принципе, местные живут по этому принципу. Для людей, кто привык быстро решать все дела, здесь поначалу будет очень сложно, потому что мы к этому не привыкли, но со временем втягиваешься и остается просто принять это, потому что народ не переделаешь. Второй минус – это инфраструктурные ограничения. Да, власти работают над этим, но слабо. Особенно это касается транспорта и местных маршрутов, потому что они есть, но их очень мало, они нестабильны. Поэтому здесь нужно иметь машину. Если у вас есть машина, у вас развязаны руки, вы можете спокойно здесь жить. Третий минус – это слабый интернет. Особенно большой минус это будет для людей, которые работают из дома, либо вот снова-таки в интернете. Мы привыкли к быстрому интернету, который летает там 100-150 мегабит в секунду. Здесь не так, здесь 20 мегабит в секунду, поэтому пока придется только принимать эту ситуацию. И еще здесь есть такая а-ля фишка, если нет электричества, нет Wi-Fi, тогда, по идее, помогает мобильный интернет, но не на Кипре, потому что зачастую он тоже не работает. Четвертый минус – это политическая нестабильность. Политическая ситуация на Кипре остается сложной, и статус Северного Кипра не признается международным сообществом, что может повлиять на экономическую и политическую ситуацию в регионе.
5-й минус – это мусор. Я считаю, что это довольно-таки большая проблема, потому что чем больше народу, тем больше мусора здесь. Местные власти пытаются как-то исправлять, но пока у них это не сильно выходит. Поэтому мы можем только следить за собой и меньше мусорить самим. Ну и последний минус, как по мне, он тоже важен. Здесь нет привычных для нас сервисов, таких как доставка еды, доставка каких-либо вещей. Здесь пока всего этого нет. Даже банально вызов такси. Если во всем мире вы можете это сделать через приложение, на Кипре пока этого нет. Вы берете визиточку, набираете и вызываете такси. Все как в старые добрые времена. Я надеюсь, это видео было полезно для вас. Пишите свое мнение в комментариях и до новых встреч на новых видео.